Последние новости, почему вообще я сегодня так сорвался, можно сказать, потому что последние новости, которые выдает западная пресса, от нашей правды не ждите, от этих контрпропагандонов, выдает все то, что я держал в голове и вам просто не озвучивал. Это моя личная аналитика, моя личная интуиция, мои личные догадки и те инсайды, которыми иногда меня снабжают. Если не поддерживаешь власть, ты зрадник, открытым текстом так называют. Это же демотивирует людей. Привет всем! Вы знаете, я должен извиниться сегодня перед своими зрителями, перед своей аудиторией. Сейчас скажу за что. Вы знаете, последние 2 месяца я очень сильно фильтровал себя, сдерживал себя, для того, чтобы меня не обвиняли в том, что мои тезисы где-то там под микроскопом могут совпадать с русской пропагандой или еще с кем-то, еще с кем-то. Я с сегодняшнего дня начинаю вещать точно так же, как я делал постоянно до этого. И это то, почему мой канал за очень короткий срок набрал много подписчиков. Я буду говорить вам правду такой, как она есть, без оглядки, кто там обо мне что подумает, кто там обо мне что скажет. Мне абсолютно все равно, потому что, вы знаете, я всегда готов к любому детектору лжи с кем угодно, но только если рядом будет сидеть мой обвинитель. А теперь давайте говорить по сути. Сегодня я увидел в Фейсбуке на странице соучредителя, сооснователя Новой почты Владимира Поперечнюка, которого я искренне хочу видеть президентом Украины, считаю, что у него все для этого есть, фотографию совместную с Сергеем Притулой, нашим известным суперволонтером. Я понимаю Владимира, не осуждаю его, у него крупный бизнес, ему надо защищаться, ему нужен в том числе и такой пиар. Вообще не сомневаюсь, что сотрудничество с Притулой это совет, и не знаю, там пиарщиков, имиджмейкеров или кого-то в таком духе, здесь без вопросов. Но давайте с вами, поскольку у меня только думающая аудитория, давайте с вами будем все-таки смотреть в корень. Ну вот смотрите, Юлия Глушко и некоторые другие люди каждый день публикуют скриншоты с Прозоро системы. Каждый день в каждом уголочке Украины пилятся десятки миллионов долларов. Это я имею в виду под каждым отдельным населенным пунктом. В совокупности это все сотни миллионов долларов, а дальше все это перетекает в миллиарды. В населенном пункте, где 14 тысяч населения, строят стадион и беговые дорожки за 4 миллиона долларов или 3 миллиона долларов. За 3 или 4 миллиона долларов такой городишко, такой ПГТ можно было сделать, я бы с него сделал конфетку, которую бы со всего мира приезжали фотографировать. О чем это говорит? О том, что бабки есть, децентрализация работает, на местах везде есть деньги. Эти деньги местные мрази-чиновники в нагляк распиливают, в то время, когда Притула с улыбочкой вот такой вот до ушей, у него в жизни, конечно, все хорошо и прекрасно, все они богатеют, только люди нищают, погибают и лишаются своего имущества. Он имеет наглость сейчас, даже при поддержке ГУР, разведки Украины, публиковать и стартуют очередные сборы там на что-то. При этом элитные бригады на сегодняшний день не имеют даже дронов. Дронов это расходный материал. Тот же Маркус, там, я не хочу сейчас говорить, как я к нему отношусь, он говорит, сбрасывайтесь мне на дроны. И в это время, когда люди за нас отдают жизнь, рискуют жизнью или здоровье, чиновники пилят. Кто этих чиновников выбирает? Этих чиновников выбираем мы с вами. И мы в какой ситуации? Там внешний враг Путин, на местах внутренний враг чиновники. Кто опасен? На мой взгляд, теперь уже однозначно, уже на шаг впереди внутренний наш враг, именно госаппарат. Гетманцев каждый день рассказывает о том, что нужно повышать налоги. Под этот шумок, повторяю, и буду сегодня еще 100 раз повторять, пилятся средства. Так скажите, пожалуйста, является ли русской пропагандой говорить то, что Зеленскому, а он озвучивает, что у него сейчас поддержка, вот скриншот я выставлю, 86% людей сейчас поддерживают Зеленского. Может быть, пора выйти в народ и поговорить с теми людьми, а это практически из 10 9 человек, если верить этому, его поддерживают. Давайте, Владимир Александрович, устройте с людьми прямой диалог. Чего вам бояться? Почему вы так раздражаетесь, нервничаете и с такой ненавистью смотрите на своих же пресс-конференциях в комфортных условиях в офисе президента по отношению к журналистам? Почему вас все и все так раздражают? И почему вы так преображаетесь, когда вы приезжаете куда-то в западные страны и выступаете перед тем эстеблишментом и теми журналистами? Сейчас украинскому обществу, вам, дорогие друзья, нам нужно определяться. Если вы хотите поиграть в культ личности и слепо верить вождю, а это тема отдельного видео, и я выпущу в ближайшее время это видео, потому что последние новости, почему вообще я сегодня так сорвался, можно сказать, потому что последние новости,
которые выдает западная пресса, от нашей правды не ждите, от этих контрпропагандонов, выдает все то, что я держал в голове и вам просто не озвучивал. Это моя личная аналитика, моя личная интуиция, мои личные догадки и те инсайды, которыми иногда меня снабжают. И второй путь, это все-таки начать думать и, несмотря на эти условия, подчеркиваю, исключительно легитимным образом начать, если не предъявлять претензии, то начать задавать вопросы властям и местным, и центральным. Без митингов, без майданов, не дай бог ни с какими там призывами к свержению власти. Подчеркиваю второй раз, исключительно легитимным путем. И народ Украины, который так пострадал от Путина, а Путин является следствием вот этого вот всего, потому что я очень тверд в своей мысли. Не было бы вот этого вот всего, не было бы и войны, потому что мы тогда были бы давно в НАТО, в ЕС, с сумасшедшей армией и без Америки, и имели бы внутреннюю силу, а на сильных не нападают. А теперь граждане Украины заложники. Мужчины не могут выехать. В Киеве мощнейший шмон. В Ивано-Франковске говорят, мы вас лечить не будем без военкомата. Тиски государства сужаются. Там НДС повышается на топливо. Там электроэнергия повышается. Доллары, они, видите ли, какие-то там отказываются принимать, очередная афера. Под руки военкомат хватают. За границу, повторяюсь, не выпускают. Что делать гражданину Украины? Власть ругать нельзя, ты сразу же за русских, русские нарративы. Подонки, которые работают на офис президента в Медийке, называют тебя зрадник теперь, если ты не поддерживаешь власть. И вообще, что бы ты ни делал, если ты не поддерживаешь власть, ты зрадник. Открытым текстом так называют. Это же демотивирует людей. И я задаю тот вопрос, который месяц назад поднимал на стриме. Мы сейчас многие находимся вне Украины, все по разным причинам. Люди во всех странах живут. У них есть вдохновение, у них есть план на жизнь. Они понимают, что они будут делать сегодня, и понимают, что они будут делать завтра. И только украинец, который не выбирал, где ему родиться, так судьба распорядилась, родились в Украине граждане Украины. Он все время с чем-то сражается. То с одной властью, то с пандемией, то с Майдан первый, второй, то случилось. Постоянно какие-то вот такие вот дрезги. То ты можешь проснуться, доллар стоил 8, теперь он стоит 32. То ночью война может начаться. Вот так прожили 32 года все граждане Украины. Я хочу этим видео вас замотивировать, для того, чтобы вы подняли голову, перестали посыпать голову пеплом, перестали называть себя простым украинцем. Вы никогда не услышите от француза, итальянца, немца или американца, или канадца, или израильтянина, что он простой. Знаете, почему он не простой? Потому что он уважает себя. Потому что он может зайти спокойно в своем городе к мэру города, задать вопрос, решить свой вопрос. И там никто не будет с недовольным лицом ему отвечать. А на сегодняшний день в Киеве на Малышка случился взрыв, люди пострадали. И что пишут те люди, которые жили в этом доме? Они вызывают пожарку, а им хамят в ответ. Их не хочет оператор слушать. Вот такое вот отношение друг к другу. Все делают одолжение. Везде, где управляет государство, везде вот такое вот происходит. Мое мнение, кстати, про взрыв газа полнейшее вранье. С этим еще предстоит разобраться. Нас всегда обманывают. Но какое мы видим сейчас сообщение по поводу тревожных заявлений Зеленского и всех наших по поводу Запорожской АЭС? 3 рекомендации. Первое, быть в помещении, а 2 каких знаете еще? Слухати владу, слухати радио. Вот и все. Точно так же нам говорили по поводу войны. Слухайте владу, слухайте радио. Влада сказала, шашлыки будем жарить. На сегодняшний день у некоторых пацанов, к сожалению, шашлыки, я извиняюсь, нельзя, наверное, так шутить, это черный юмор какой-то, в окопе под Бахмутом. И приходит момент, когда нам нужно определиться. Или мы верим в сказки про 91 год и что это возможно, ценой жизни украинцев. Или нам нужно фиксироваться и признать, что мы жили неправильно, оставить те территории, я буду говорить прямо, которые мы можем себе оставить, менять этот госаппарат, менять эту систему, а не только фамилии, жить по-другому. Это я говорю сейчас коротко, я обещаю этому посвятить отдельное видео. Время пришло. Дальше ждать уже просто невозможно. Это решение, я говорю, для себя принять внутри себя, в своей голове. От этого будут ваши дальнейшие действия. Мы ничего с вами не сможем сделать, пока идет война. Но то, что делает сейчас, это кошмар. Если за тебя 86%, выйди к людям поговори. Я имею в виду в видеообращениях, я не говорю физически.
Поговори с народом о делах насущных. Это 86% поддерживают Ермака, Гетманцева, министра финансов Марченко, Третьяковых разнообразных, Миловановых. Это вы 86% действительно их поддерживаете? Ну тогда вы сошли с ума, и мир сошел с ума. Я голосовал за Зеленского, я не голосовал за Ермака. И меня Зеленский не предупреждал о том, что он имеет право делегировать Ермака или кого бы то ни было, вопрос не фамилии, управлять внутренними делами Украины. Если аргумент был не предупреждать граждан, потому что боялся, что все выйдут и рухнет экономика, так она сейчас тоже рухнула. В чем же тогда прикол? Только тогда бы она рухнула прогнозируемо, и люди спасли бы свое, как могли. А на сегодняшний день все только теряют. Нет, не все. Знаете, кто не теряет? Резников, Ермак, компания, Коля Тищенко. Они ничего не теряют. Вы теряете. Зеленский ничего не потерял. Все чиновники, весь госаппарат, все приобрели. Те каски закупают, те стадионы строят. Там еще, вы посмотрите в это Прозоро. Там просто каждый день, хоть это какой-то, говорю, ПГТ, хоть это столица Украины. Там барабаны эти закупают. Для них есть война. Вот это не русские нарративы таким заниматься. Но медийщики офиса президента их не трогают. Нет, нет, нет. Ты вычисляй лидеров мнений, тех, кто могут повести людей за собой. Опа, это уже зашатался сук, на котором мы сидим. Это уже что-то не то. А вдруг эти люди еще прозреют? И после войны дадут нам просраться? Не физически, не физически. Просраться нужно давать в медийном пространстве раз, а второе в день выборов и на предвыборной кампании. Вот, собственно, я вам сказал то, что хотел сказать сегодня. Задайте себе вопрос, когда мы собираемся жить? Когда мы собираемся жить? И границы 91 года гарантируют неповторение вот этого вот, то, что устроил Путин? Нет, они не гарантируют. Знаете, что гарантируют? Либо вступление в НАТО, либо американские, британские, не знаю, какие еще немецкие, французские гарантии безопасности и их военные базы на нашей территории. А сразу после этого, как только эти гарантии безопасности будут подписаны, и мне не важно кем, после этого страна должна жить по-другому. Полностью в капиталистическом строе, потому что нам помогают все страны, где полный капитализм. И все патроны, и все ПВО, и самолеты, которые приедут, и все танки построены частными компаниями в капиталистических системах. Все. А в капиталистической системе нет 4000 госпредприятий, которые здесь есть. И в капиталистических системах не правят такие Гетманцевы, Марченко, Миловановы и все остальные. И там нет ручного управления от Ермака. И телефонного права там нету, и таких судов там нету. Вы очень хорошо умеете справляться с неугодными такими, знаете, которые никогда не были при государстве, не связаны с криминалом. Но когда вопрос стоит, что над вами издевается Павелко, вы ему ничего сделать не можете, даже Ермак. Потому что за Павелком стоит влиятельный человек, господин Петровский. Вы ничего не можете сделать министру спорта, Гуцайту, потому что за ним стоят влиятельные люди. А этот чудак не пускает наших спортсменов почему-то выступать. Это никого вам напоминает? Это полиция, которая очень героически сражается с бабушками, которая клубникой торгует, себе на пропитание зарабатывает, потому что государство ей платит пенсию 30 евро. А у нее 50 евро коммунальные платежи. Но когда реальный преступник и реальные ребята против них, они штаны могут только наложить, понимаете? Государство чисто репрессивный орган. И нам тут Россию номер 2 строить не надо, то, что в голове у Зеленского. Не для этого люди погибают в Бахмуте. Да, многие из них еще этого не понимают. Медийные, там все понятно, они уже все под офисом президента. Но есть ребята настоящие, они тиктоки пишут. И они очень хорошо понимают, что происходит. И я пользуюсь тоже их поддержкой в том числе, слава богу. Потому что для меня Украина не Зеленский, а Зеленский не Украина. Меня интересует только Украина. А то, что этот случайный человек пришел к власти и разводом этим занимается, мир тоже скоро разберется. Не переживайте, софиты выключатся, ситуация после войны успокоится, в мире тоже разберутся, кто такой Зеленский. И первая разберется Америка, которая сделает все, чтобы он больше не был президентом. Не при Байдене, конечно, это будет уже при Трампе. И об этом мы будем говорить в других видео и на моем стриме. Каждое воскресенье 20:00 подключайтесь. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете на этот счет. Но надо начинать себя уважать. Потому что государство создано для гражданина Украины, а не гражданин Украины создан для государства. Когда все тихо, спокойно, предприниматель пошел отсюда, ты пошел на фронт, тебе будем санкции, тебе будем гражданство лишать, тебе будем еще что-то делать. А когда что-то вклюнуло в одно место, иди спасай родину, иди к предпринимателю, я вам сделаю либеральную экономику, говорил Зеленский в марте, только спасайте страну. Спасли, они уже оперились, все уже мы для них все никто. Телемарафон вам расскажет очень много всего. До новых встреч.